Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Мы сегодня с Петрухой не одни, с нами еще гость, это Александр, кто помнит, он помогал нам записывать видео по Мобуксу, и сегодня у нас обзор проекта, который выйдет буквально через пару недель, это блок Бравлер, и, ребят, здорово. Здорово, Кирилл. Привет, Саня. Привет. Ну что, интересно, да? Проект развивается, новая игра, на удивление все работает. Есть геймплей, есть механики, есть шмотки, фарм, все, что нам нравится. Давайте разбираться. Что, Саня, давай, рассказывай. Ну да, сегодня дали альфу, поиграть, попробовать, посмотреть. Сама игра выйдет уже примерно через 2 недели, но на следующей неделе уже должны в четверг пустить всех в бету. Вот, но бета, скорее всего, тоже будет без наград, вот как и альфа. Ну, просто посмотреть, потестить. А уже через 2 недели уже будем полноценно врываться. Ну, посмотрели уже, на самом деле, чуть-чуть, как вообще все это здесь выглядит. На самом деле, в целом забавно. Так, это что у тебя за персонаж? Расскажи, можно их менять или нет? Да. При входе в игру 6 персонажей. Сейчас уже я вам вряд ли смогу показать, потому что сменить, видимо, уже нельзя до окончания сезона. Вот, на выбор 6 персонажей, по памяти всех вряд ли вспомню, там точно есть Рога, Хант, вот как раз которого я взял, Хил, по-моему, Вариор, Мах, ну, стандартный вообще набор такой фэнтези игр, вот, взял Ханта, Ага. вот, Так, попробовать. а с чего стартуешь? Ну, что вообще надо для игры? То есть, как вам дали сейчас бета-аккаунты, альфа, закрытый доступ. То есть, у тебя здесь какие-то момо перенеслись или как? Может, покажешь? Да, смотри, здесь нафига она. Вообще вся вселенная у них же построена на базовом момо-фарме. Соответственно, как каждая игра и последующие игры, все, которые будут выходить, они будут ориентироваться на ваш базовый хэш, вообще на тех базовых момо, которыми вы владеете. Соответственно, здесь то же самое. Вот здесь, владея момо основными, вы можете фармить некоторые как бы ресурсы, которые вам пригодятся в игре и с помощью которых вы можете тащить. Вот здесь основных ресурсов вы, как видите, 3 штуки. Это gold майнинг, equipment майнинг, skill майнинг. То есть мы будем фармить золото, будем фармить экипировку и скиллы. Ну, книжки для скиллов, так скажем. Вот. Соответственно, чем больше у вас хэш в момо, тем больше вы будете фармить, видимо, всех этих ресурсов. Ну, видимо, это практически уже очевидно, скорее всего, это так и будет. Вот. И, соответственно, уже этими как бы ресурсами вы будете прокачивать своего героя в течение всего сезона. Вот. Давай, наверное, Саня, покажи, наверное, боевку, да, чтобы заинтересовать людей, чтобы вообще показать, что вообще все это работает, как это работает. Да, по ПВЕ давай пойдем. Да, по боевке, как мы поняли, будет 2 режима. Будет режим по ПВП с разными лигами. То есть будет, видимо, какая-то лига для новичков. И, ну, и тут они вот их 4 лиги. Вот. И PvE режим. Соответственно, и рейтинги будут. Один будет PvP режим, в зависимости от того, в какой вы лиге играете. Причем варьироваться будет, как начинать с Ice Battlefield. То есть новички, видимо, не получат, вот здесь, где мы смотрели, джангл, видимо, никак не будет попадать в рейтинг. Мне кажется, это проходной, наверное, джангл, да, типа новичок, потом идет, да, в следующую лигу, потом еще и еще. То есть, ну, это системы стандартные, здесь сезоны будут длиться, скорее всего, будете получать вот эти боксы. Запускай анимацию, посмотреть. И режим будет PvE, то есть, кто еще в PvE будет тащить, здесь будет также отдельные, видимо, награды. Вот сейчас покажем, как выглядит PvE бой. Мы дошли уже до 16 раунда, 1.16. Посмотрим, как это все выглядит. Да, вот есть награды, челлендж, интересно. То есть, пройдя эту точку, вам насыпают золото и скиллы, с которыми вы сможете улучшить своего еще героя. Как мы смотрели, то есть здесь за золото прокачивается уровень героя, за скиллы умения у вас будет 6 слотов. Можно будет выбирать и варьировать разные скиллы. Вот есть суммоны, есть хилы, есть контроль, есть урон. Ну, сейчас покажу как раз тоже, как это все выглядит.
Вот мы теперь можем идти в 1.17, но вот по поводу скиллов, как раз вот здесь есть вкладочек, несколько штук. В Hero мы, понятно, уже посмотрели, как бы экипировка, мы можем экипировать друг друга. Вот, а скиллы 4 видов будет, да, на урон, на контроль, на суммон, призыв каких-то, видимо, с собой персонажей и, ну, отхил. Тут разные виды отхила, видимо, как-то так. Соответственно, скиллы тоже все прокачиваются, и в отличие от токен мастера, где вам падали вообще как бы рандомные скиллы, здесь вы каждый можете выбрать или удалить, если, допустим, вам он не понравился. Но это будет, наверное, стоимость какую-то там определять, это удаление. А так в целом вы сами можете посмотреть и какие-то комбинации определять, какие вам ближе по игре или какие, может, там имбовые будут. А в бою ты что-то можешь кликать, нажимать? Реал-тайм это или? В бою все это то же самое, как и было в токен мастере, то есть полный автобой. Все просто будет зависеть от скиллов, от вашей прокачки и от комбинации этих скиллов. Это я так понимаю. Ну, пока все в тесте, пока еще точно не могу сказать, но я думаю, что именно так и будет. Ну да, обычно упрощенный вариант это автобой, и если потом разработчики справляются с сетями, там, с серверами, потому что это очень большие запросы, реал-тайм, да. По аксиам мы знаем, что это очень тяжело скалировать когда-то. Но пока так все выглядит красиво, рабочая какая-то продумка, механика, да. Может, давай что-нибудь будет шмотки там расплавим, попробуем. Да, вот да, здесь можно шмотки, вот да, как мы смотрели вот здесь в майнинге, вам вот сейчас мне на тестовом аккаунте майнится 3 шмотки в 5 минут. Падают совершенно прям рандомные шмотки, они падают к вам вот сюда, типа инвентарь. Вот там и фиолетовые падают, синий, зеленый, белый, ну, стандартно все. Иногда вот не упала одна голдовая, вот, кстати, она была, вот она. Вот, и, соответственно, все ненужные, максимум вы можете держать в инвентаре 80 штук. Все ненужные вы можете их уничтожать, сжигать образно, и получать некий ресурс. Вот он так, как костер. И шмотки зеленые получил ты, получается. Ну, да. Вот, и, соответственно, мы их продолжаем также сжигать, вот, как и там что-то синее. Видимо, да, тут можно... Можно рандомить что-то отдельное. Да, видимо, из всех фиолетовых получится, наверное, все-таки желтое. Фиолетовое получилось. Ну да, может быть, если всех фиолетовых, да. И, соответственно, вот мы нафармили вот этого ресурса какого-то огня. Вот. А этот ресурс, кстати, куда идет? А смотря этот ресурс, мы можем уже в кузнице использовать. Мы можем что-то, видимо, сделать. Вот стоимость. О, давай попробуем. Попробуем адванс. Давай другой уровень. Нет, другой уровень попробуй выбрать. Например, 100-й, да. Ну, тут больше гораздо нужно. 40-й, может быть. Ну, давай. Вот, как раз нам хватает. Вот мы можем сейчас попробовать сделать. Какой будем пробовать? Адванс, конечно, давай. Давай. Деньги не проблема. Вот. И смотри, получилось. Какая шмотка. Ох. Красная. Я смотри, какая. Она сетовская. То есть тут можно собрать сет, видимо. Он будет давать какие-то... Он будет скиллы давать. ХПшечку, видимо, такой ХПшечкой. Это, наверное, он будет давать бонусный урон к этим скиллам, скорее всего, наверное, может быть. Может быть, да. Ну, если у него какой-то рейтинг есть. Блин, ну это на самом деле крутая тема. То есть, если ты сет соберешь, да. Да. И вот мы как раз и сделали 40 уровней, но я так понимаю, я одеть ее сейчас, наверное, не смогу, пока не будет. Попробуй, посади в инвентарь, может оденется. Не могу. То есть, нужен здесь 40 уровень. Ну вот, есть стимул качать теперь за деньги уровень. Ну да, кстати, да, деньги. Да, прокачка тупо за деньги. Вот как раз получается, что и вот здесь в майнинге, то есть и упор в деньги нужно делать, чтобы мы могли быстрее прокачивать своего героя. А есть какие-то дейлики, задания, что-то? Да, кстати, тоже есть. Сейчас покажу, где они были. Вот они, в таск. Точно, да. Каких мы уже сделали. Ага, сплавь 2 рарки. Собирай. О, классно. Прикольно, типа ачивки, задания. И они, кстати, ежедневные, то есть их можно выполнять, видимо, ежедневно, откат ежедневный. И, видимо, постоянно что-то тут получать. Это, видимо, почта. Ну да, и опять же сделали как бы лендинг, то есть можно играть и на арендованных, как и, в принципе, в токен-мастере. То есть можно типа в аренду брать, а потом будет этих... Да, в аренду брать так же, как в токен-мастере. Кого в аренду брать? Хэш? Скорее всего, вот эти брать Момо, где они тут были. Ну, это крутая тема. Это получается, если играть не будешь, да, кем-то, можно в аренду будет упихнуть.
Да, да. Не-не, Я не буду- подожди, ну а как ты не будешь играть? Тебе каждый хэш важен. Зачем тебе смысл сдавать в аренду? Так, ну по деньгам, наверное, выгоднее Может, просто. кому-то хочется сдать. Вот образно, если ты играть ты не будешь, ты Попробуй можешь просто тыркнуть. сдать. Попробуй тыркни. А мне кажется, он сейчас не работает, наверное, это когда релиз будет. Что именно тыркнуть? О, кстати, смотри, еще камни, которые, если у тебя вставлены, они дают дополнительные бонусы. Драгоценный камень, видишь? ХПшечка дает атака, крит и бонус в домах. То есть, в Может, зависимости они от того- просто перенесли Не, автоматически. да, может, не Не, отображается, не, что они есть, просто у тебя. Не, они у меня как раз вставлены в мою вот мом, и видишь, они как раз дают бонусы. Вот у этого у меня камней никаких Так он- нет. Он ничего не Ну, ты дает. же играешь персонажем, а не Да, да, но мне кажется, он не дает бонусов именно к твоему основному герою, который ты играешь. Нажми на Ты И. думаешь? Ты Ну, думаешь? скорее всего, мне кажется, это было слишком как-то имбово, не? Если тут в процентном... Так они говорили, что камни будут точно нужны. И вот камни, видимо, как раз вот в этом и нужны. Видишь, они тут Да, кстати, вон, красный камень, то есть они атрибут, увеличивают. бонус, to give to hero. То есть камни будут тоже решать. Ну, то есть, ну, хотя так, может быть, и не сильно решать, но до бонус. Мне кажется, Да, там да. будет решать шмотки. Если вот такие будут у тебя сеты падать, ты сет соберешь, там, конечно, нереальные Ну, бусты дают. Вот тебе там 0,06%, наверное, не так будет сильно сказываться. Ну да, ну по идее сеты разные же, наверное, будут. То есть там еще, наверное, собрать Да. сет будет довольно сложно, скорее Ну, всего. тут ротация скиллов, как подберешь вот этот сетап. То есть, не знаю, выглядит пока очень бодро, тем более все кликабельно, все рабочее. Это, конечно, круто. Да, ПВП выглядит у нас пока вот так. Ну, я так понимаю, вот эта лига, которая она Да, беспонтовая. нажми, наверное, одну там PvP-шку с Да, кем-нибудь. можно просто вот Ты сразиться. выбираешь, с кем О, сразиться. кстати, скиллы у чувака есть, мы, наверное, сейчас ему даже проиграем. И урон 911 у него. Не, кстати. это на равных будет бой почти. Сейчас, кстати, посмотрим, мощь вот это сыграет роль или нет, или выбор скиллов здесь. То есть отхил на 10 минут бой будет. Ну, что-то у него отхил там много. Там отхил, кстати, у них, видишь, откат О. скиллов идет какой-то определенный. Время пошло, смотри. Видишь, 8 секунд дается. Давай, мы вот так Ну, чтобы, ускорим. не знаю, вот станы поехали. А, кстати, интересно, а если выбираешь вот героя вот этого, на него разные спеллы, да, можно будет брать? Или что? В чем смысл вообще героя брать? Какого-то выбирать? Да, ну да, по идее, но у них опять базовые статы разные. И там ну, это, вот я сейчас пока точно... То есть просто если скиллы выбираешь, да, может просто это как внешняя оболочка, а тут походу будет все-таки решать. Под каждого героя, наверное, какие-то определенные скиллы, наверное, нужно криты будет пошли. подбирать. Он опять засумонил, смотри, оказывается, сумон Да, повторно. Ну все, тут Да он победное. Тут pay to win. Ну, нам нужны какие-то на урон. О, героя убил и сразу победил, интересно. Мгм. Да. Так, ну что-то тебе Всё. рейтинга не прибавили, ничего не добавили, Да, это я интересно. не пойму, почему его, да. Это, не наверное, добавляют. тренировочная, тебе надо взять всего, 40 уровень и в той уже, в той там И уже вот на здесь уже рейтинг. врываться, да. Здесь Да, уже врываться. скорее всего так и есть, наверное. Может, Это это просто для как тестов, тренировка. Мгм. 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 Прикольно. А нажми Battle Record, то есть еще и повторы есть. О, это вообще красиво. Вон справа. Да, кстати, да, мы можем просматривать, наверное. Сейчас посмотрим. Да, да, Вот. вот ты можешь просматривать бои. А тут рейтинг рисует, смотри. Походу там просто Ну. не отображается. Ну вот, плюс Видишь? 43, плюс 41, да, кстати, да. Что-то Мгм. кому-то там, Это не подкрутили еще они. ну, может, да. Или это не твои бои? Может. Точно не Ну, знаю. Ничего, классно. Не, в Прикольно. целом выглядит пока, да, вполне прикольно. Посмотрим, как это будет уже на релизе. Хотя, в принципе, игра уже как будто бы рабочая. Можно уже прям отправлять было ее на релиз. Ну, может, какие-то еще есть там. Мне кажется, они нагрузку на сервера должны проверить максимум. Ну, может, Обычно ну, сейчас самая проблема это нагрузка на сервера. Всегда не срабатывают, задержки там и лютые лаги. Ну, всегда какие-то бывают баги. Иногда кто-нибудь найдет баг какой-нибудь зарепортит, тоже полезно. В этом весь и смысл альф-бет, да? То есть не Ну просто сырое выпускать, а надо выпускать уже что-то рабочее. Классно. Ну да, Не скиллы знаю. тоже. Хочется прокачиваются. ворваться. Скиллы прокачиваются, шмот прокачивается, герой прокачивается. Все как мы любим, короче. Все прокачивается. Охота уже ворваться и прокачаться до 100 уровня и быть первым в таблице, да? Мгм. Значит, интерес, значит, все вроде правильно сделано. Ну, это мое личное такое желание, так что-нибудь подфармить, шмоток подсобрать, попробовать разные скиллы, разные сеты, да, то есть есть поле. Не знаю, конечно, насколько долго ты там задержишься, но что-то похоже на тот же самый рейд и на все остальное, да, в принципе, механика такая же. Ну, по крайней мере, она выглядит уже гораздо интереснее, чем Токен Мастер. Просто уже прям и разнообразнее все. Более визуально уже приятно сделано. Да. Я думаю, давайте закругляться, наверное. В принципе, особо добавлять тут нечего.
Да, всем спасибо. Пишите в комментариях, хотите ли вы изменения вообще по Момо Фармеру, да, что там много всего нового произошло, может, вам будет интересно узнать. И также, как вам понравилась ли эта игра, и иксанули ли вы с прошлого видео, когда к нам приходил Саня. А так, всем пока. Всем пока. Да, друзья, всем пока-пока.